Дорогие друзья, мы находимся в Татарстане, собираем рецепты татарской кухни. Но некоторые рецепты я вот нахожу в старых татарских книгах. Однако ни один татарский кулинар, ни один повар не взялся приготовить очень вкусные, на мой взгляд, пирожки по довольно старому рецепту. Опасаются, боятся. Ну что ж, им надо беречь свое реноме, да, звание таких каких-то заслуженных поваров. Поэтому я сам приготовлю сегодня пирожки. А с чем? Вы узнаете чуть попозже. Давайте сначала поговорим про тесто. Тем более, что тесто, которое я сегодня буду готовить, замечательное. Значит, сегодня мы готовим его не сладкое, как для обычных пирожков. А можно в это же самое тесто, с этими же самыми пропорциями, добавить стакан, да, вот не спорьте со мной, стакан 200 грамм сахара и испечь очень такие вкусные сладкие булочки. Либо сладкие булочки с какой-то начинкой, с кисленькой, да. Но сегодня у нас начинка из субпродуктов, поэтому сахара будет немного. Сахара будет всего лишь навсего 1 столовая ложка. 1 столовая ложка сахара. 1 чайная ложечка соли, 6 яиц. Знаете, сколько я беру дрожжей? Я взял дрожжей полпачки. Обычно пачка рассчитана на килограмм муки. А здесь вот дрожжей рассчитано на полкило муки. То есть половина пачки обычных сухих дрожжей. И я их сюда пересыпаю, вот это все теплым молоком заливаем. И еще, чтобы это было по-татарски вкусно, чтобы это было на самом деле вкусно, сюда идет стакан сметаны, 180-200 грамм. Да, сколько будет положить? Не жалко же, да? Стакан сметаны, потому что кислинка должна быть. И где-то 100-120 грамм сливочного масла. Можно вот так, а можно было бы просто его подогреть, чтобы оно было мягкое. И тоже получилось бы хорошо. Теперь всю вот эту жидкую часть необходимо как следует разболтать, объединить, как говорят профессиональные повара, и засыпать для начала примерно половину того количества муки, из которого мы рассчитываем замесить тесто. Здесь примерно килограмм. Вот мука каждый раз уходит по-разному. Для начала, чтобы не было никаких комочков в тесте, надо размешать половину муки и сделать такое равномерное, красивое тесто. А дальше мне поможет тестомес. Добавляем муку и постепенно, чем больше муки, тем медленнее обороты. Вот не случайно во всех этих тестомесах предусмотрена регулировка скорости вращения крюка. Итак, что же это за начинка такая ужасная, которую испугались современные татарстанские кулинары? Ребята, этот продукт называется карта. Люди, которые сами выращивают скотину и знают цену своему труду, никогда не разбрасываются ничем, что можно съесть. Карта, извиняюсь, значит, за подробности, это кишечник коня. Разумеется, он вывернут наизнанку, разумеется, его вымачивали, выскабливали. Еще и вот мы варили его достаточно долго для того, чтобы теперь его можно было только нарезать, добавить начинку и вперед, в пирожки. Но начинается начинка, разумеется, с масла и с хорошо обжаренного лука. Потому что карта, как любой кишечник, как любые почки, как, впрочем, любой хороший вкусный продукт обладает собственным запахом. Только этот запах вовсе не тот, о котором вы подумали. Он не пахнет навозом. Нет, это вот такой же запах, как
когда мы варим ножки для холодца. Понимаете, вот примерно, когда мы варим рубец, вот эти запахи очень, на мой взгляд, редкие в нашей современной жизни. И очень жаль, что редкие. Масло как следует хорошо нагреем, потому что лук надо вообще пожарить прям вот до красного цвета. Значит, хочу обратить ваше внимание, здесь с тестом уже практически покончено, да? Оно вот уже нормальное по густоте своей. Только теперь я сделаю всего лишь навсего один шаг, и можно будет оставить тесто, чтобы оно подходило, поднималось. Тесто у нас дрожжевое. На пирожки, на такого рода пирожки, в Татарстане много используется недрожжевого теста, теста такого близкого к песочному, но не песочное, хотя и песочное тоже используется. Сюда вот необходимо именно дрожжевое тесто. И чтобы тесто хорошо поднималось по этой миске, чтобы не цеплялось за миску, понимаете, прилипло к миске и не поднимается. Вот немного растительного масла на руку и смазываем тесто по всему периметру. Не вбиваем масло в тесто, это тоже можно сделать. А именно, что смазать и сам комок теста со всех сторон. Вот оно, все, видите, уже все. Теперь оно отлипает от миски. А жестче его делать не надо, пирожки получатся тоже жестче. Понимаете? Здесь сегодня достаточно тепло, хотя многие пекари имеют мнение, что тесто могло бы подходить даже в более прохладном помещении. Для чего? Чтобы оно дольше подходило и чтобы белковые молекулы образовали больше клейковины там внутри этого теста. Понимаете? Поэтому я добавил только полпачки дрожжей, чтобы тесто подходило дольше, чтобы оно приобрело больше клейковины, чтобы оно вот так вот не разламывалось, а чтобы оно вот... Ну, в общем, вы сейчас все увидите. Не могу я объяснить этого словами впервые. Масло нагрелось, запах пошел от масла. Все. Лук жарим до красного цвета, ну а карту нарезаем мелким кубиком. Сначала соломка, здесь все очень просто. Значит, что представляет собой, вообще-то говоря, вот эти ткани, которые образуют кишечник? Это чистый белок. Здесь очень много коллагена, здесь очень много витамина А и Е, там говорят, да? Это, кстати говоря, витамины, которые не слишком там разрушаются вследствие термообработки. Вовсе нет, все хорошо будет. Мы отваривали предварительно карту в течение 2 часов и добавляли туда не просто перец горошком, а душистый горошек. Знаете, да, такой покрупнее, коричневого цвета, который пахнет одновременно и перцем, и гвоздикой. И не случайно по-английски у него название Allspice, а вот на польском языке название звучит еще красивее. Говорит ангельское зелье. Ангельское зелье. Что они при этом имеют в виду? Английское зелье или зелье от ангелов? Не знаю. Не разберешь. Знаете, я эти пирожки готовлю в первый раз. И я понимаю, что вот такие кусочки, они еще довольно упругие, в пирожок упаковать будет проблематично. Пожалуй, что я пропущу карту через мясорубку. Вот тогда все будет хорошо. Пока что пожарим лук. Давайте пожарим лук до абсолютно идеального состояния, золотисто-красного. Потому что этот лук должен придать аромат начинке. Здесь один запах, у лука другой запах. Еще у нас есть несколько зубчиков чеснока. Вот совсем, когда уже лук будет практически готов, тогда добавим, чтобы чеснок живой остался. Понимаете меня? Ай да мясорубка! Видели,
казалось, что много фарша, а на деле это не очень много. Нарежу еще. Да вот и все. Осталось только перемешать фарш с луком, посолить его, кстати говоря. Несмотря на то, что мы варили картофель в соленой воде, но я бы все равно добавил еще хотя бы вот так вот 1,5 чайной ложечки соли и добрую чайную ложку перца. И вот теперь чесночок. Он практически жариться-то и не будет. Сейчас вот просто потомится, подогреется вместе с картой и луком. И придаст фаршу такую задоринку. И уверен, что получится аппетитно, если никому не рассказывать, с чем это пирожки. Да? Ну, помните это анекдот? С чем пирожки? Да с котятами, да? Вот если никому не рассказывать, с чем эти пирожки. Все съедят с большим удовольствием. А если рассказывать, то начнется, конечно, фу, бей и так далее. Есть же такие люди, которые фукают и бекают на абсолютно нормальную, здоровую еду, которую, вообще-то говоря, в современном мире еще и поискать надо. Очень важно перемешать этот вот полученный фарш с маслом. Потому что масло, в котором мы вот обжарили до такого красивого цвета лук, оно теперь у нас ароматизировано, и оно пахнет необыкновенно приятно, очень аппетитно. Поэтому это масло, и тут, в общем-то, лука совсем немного. Это все должно быть распределено равномерно, как и соль, перец и чеснок. И здесь остался легкий аромат лаврового листа. Одним словом, это все хорошо и вкусно, но это следует вынести в прохладное место для того, чтобы фарш остыл. Негоже горячий фарш укладывать на тесто. Тесто будет подходить, я думаю, что часа 1,5-2, не меньше. Мы за это время успеем приготовить, такой очень простой плов. Операторы соскучились, говорят, плова мы давно не ели в Татарстане. Приготовим недорогой, но при этом очень вкусный плов. Приходите в следующий ролик. Вот здесь есть замечательный казан. Я вам все покажу, все объясню и обязательно вас порадую. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии.
У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Вы только посмотрите, как тесто подошло. Ох, поднимается вместе с крышкой. Того, гляди, убежит. Но мы ему не дадим убежать. Руки смазываем маслом. Маслом смазываем доску, на которой мы будем сейчас разделывать тесто по порциям. Ох, как пахнет. Пахнет тесто. Идем сюда. Тесто, можно сказать, почти что жидкое. Можно так подумать, будто оно жидкое. Ничего страшного. Смотрите, берем вот так вот рукой и выдуваем шарик. Никаких ножей, ничего не нужно. Вот из этого получится очень такой хороший и большой вкусный пирожок. Еще же начиночка будет. И такие одинаковые шарики делим. С дрожжевым тестом есть правило. Что-нибудь с ним сделали, вот любое движение с дрожжевым тестом, не знаю, начинку в него положили, или пока вот просто сформировали из него вот такой вот аккуратненький ровный шарик, да, оно должно полежать и подойти еще раз. Ну, хоть 10 минут, хоть 15 минут. И тогда у вас все получится очень хорошо. Натягиваем тесто, натягиваем вот так вот, собрали. Этакий шарик. Возможно, некоторые соблазнятся подпылить стол мукой, ну и на тесто, соответственно, муки насыпать. Нет, тесто забьется мукой, и потом получится не таким нежным, как оно получается сейчас. Поэтому обильно смазывайте маслом стол, не беспокойтесь. Пирожки от этого сильно жирнее не станут. Но если станут, то только самую чуточку. Лишь для того, чтобы им стать еще вкуснее. Видите, первые, которые начал делать, они вот уже как опухли. Были вот такие грибочки, растут как на глазах. Ну и прекрасно, вот с них и начнем. Значит, вот это был первый. Переворачиваем кверх ногами и делаем из него такую тарелочку. В эту самую тарелочку здесь хорошо поместится начинка. Раз ложка и 2 ложка. Вот так, вот так. Ух, пахнет, как вкусно эта начинка. Теперь смотрите сюда. К середине залепили, к середине залепили. И вот так собрать сюда повыше. И этот тоже собрать сюда повыше, собрать. Опа, опа, опа. Вот он пирожочек, только надо же еще и противень тоже маслом смазать, понимаете? Все в масле, сталик тоже по локоть в масле. Вот он пирожочек. Раскладывайте пирожки на порядочном расстоянии друг от друга. И готовые пирожочки смазывайте смесью желтка и сливок. Вот так. Тогда они получатся очень румяными и очень аппетитными. Ну, подойдите поближе. Посмотрите, как это делается. Все очень просто. Никаких скалок. Тесто такое нежное, что оно вот просто под пальцами. Раз, и разошлось. Все как надо. Потому что тесто дрожжевое, тесто сдобное. Здесь ведь и молоко, и яйца, и масло, и сметана. Ох, и вкусно же это будет. Невероятно вкусно. Серединочку слепили. А это приподнимаем. У вас получилось посмотреть? Это не пирожки, это пироги, пирожище.
есть кое-какие тонкости, о которых я должен вам непременно сказать. Ну, вот видите тесто, да? Потом, ведь, когда пирожочек натягивается, вот это станет тоньше. Поэтому тесто раскладываете вот таким образом, чтобы края у него были тонкие, а то место, куда вы положите фарш, пусть будет потолще. И щедро по 2 ложки фарша в каждый пирожок. О, серединочку слепили. Прекрасно. Никуда ничего не денется. Поднимаем все кверху, еще раз кверху. Весь этот шов оказывается вот здесь, внизу. Все, ничего не расклеится, не беспокойтесь. И, кстати говоря, пироги пока здесь стоят, они уже вот еще раз опухают. Их только успевай смазывать. Ну вот, опять неудача. Вы посмотрите, все пирожки опухли, слиплись друг с другом. Шучу. Тесто такое богатое, что, видите как. Ну-ка, переложим на большое блюдо, сфотографируем, а потом, конечно же, непременно попробуем, потому что это должно быть очень вкусно. Значит, рассказываю о выпекании. Мы выпекали в духовке, в обычной духовке, при 170 градусах. Температура была 170 градусов в духовке. И 35 минут выпекалось. Вот такие получились. Я не виноват. Ну а так, напишите мне, пожалуйста, в комментариях там ваше мнение. Вам-то как? Внешне нравятся они или слишком огромные? Да они легкие. Тесто практически пустое внутри, понимаете? И оно пузырчатое. Надулось так вот хорошо. Не знаю, я бы такое ел бы, ну, хотя бы раз в неделю. Да, как минимум. И мне, ну что остается сказать? Мне вот только от всей души скажу вам, дорогие друзья. Ашlarınız kamile olsun. Надо было на бумагу для выпечки. На бумаге для выпечки вот это вот не прилипало бы. Ну, прилип, ничего страшного, лопаткой отодрали, да и все. Что, показать, что внутри? Да вот что внутри. Внутри-то фарш готовый давно. Вот он какой внутри. Горячо. Пирожок, булочка. Пирожок, булочка та еще. Ну, не готовьте такое никогда. Ну, то поправитесь. Будете такой, как я.